Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна, и вы на канале Таро и Леди. На канале, в котором нашим уважаемым женщинам помогает Таро с помощью меня, Луны. Помогает жить. Итак, у нас сегодня онлайн-гадание, расклад карт Таро вот на такую серьезную, важную тему. Есть ли на мне магическое воздействие? Давайте посмотрим, что нам покажут карты. Есть ли что-то, что мешает быть счастливой, мешает тому, что по судьбе, мешает везению в вашей жизни. Давайте сделаем такой расклад, посмотрим, что это. Посмотрим, что карты нам смогут раскладать, потому что расклад общий. Учитывайте это, пожалуйста. Итак, начинаем. Есть ли магическое воздействие на мне? Смотрим. Взяли мы оракул. Онлайн-гадание. Расклад карт Таро. Есть ли магическое воздействие на мне? Карта ключ нам говорит о том, что мы, нас благословляет на то, что мы сможем открыть эту тему. Открыть и узнать этим раскладом, что мешает счастью, что мешает тому, что по судьбе. То есть ключ у нас в руках. Мы должны этим воспользоваться. Или это еще может говорить о том, что кто-то четко знает, что есть такая проблема. Те, которые смотрят этот видео, понимают, что она существует. Карта дерева. Это нам говорит о том, что это как-то связано с вашим родом. Также эта карта может говорить о том, что род ваш очень сильный, что на самом деле вы можете даже обладать какими-то способностями, что вы чувствуете, что что-то не так. Можете и сами открыть этот ключ с помощью силы рода, узнать, что это. То есть эта карта говорит о том, что род ваш очень сильный. Вы должны это прекрасно чувствовать, что вы не одна. Да, какой-то человек есть в вашей жизни, который представляется и показывается не тем, кто есть на самом деле. То есть это карта маска. Какой-то человек говорит вам, возможно, хорошие слова, возможно, кажется вашим другом, подругой, возможно, даже любимым человеком, возможно, родственником, но на самом деле он скрывает свои истинные намерения. Смотрим дальше. Карта Хранитель нам говорит о том, что он очень тщательно скрывает свои действия, этот человек. То есть он не показывает, вот этот скрытый человек, который одел маску,
Он не показывает своих истинных намерений, не показывает то, что он делает. И просто так вы можете только догадываться, но в принципе настолько искусно он это делает, что сложно его выкупить, скажем так. Ну и что? Что он делает? Кто это? Расскажите мне. Ну, карта всадник нам говорит о том, что или этот человек только начал это делать, или только появился в вашей жизни. Ну, вы понимаете, это расклад общий, принимайте ту информацию, которую вы чувствуете для вас. Конечно, гипотетически карта всадник еще может говорить о том, что ну вот буквально на днях сделает или сделал. Что? Расскажи мне. Что? Какое магическое воздействие? Угу. Этому человеку хочется сделать вам больно. Вот реально. И в сердце уколоть. Ну, или он это делает. И вообще сделать из вас, чтобы вы не контролировали ситуацию, чтобы вы были как та тряпчаная кукла. Ну, блин, у меня аж мурашки по телу, насколько это больно. Видите, удары и в голову, видите, и в голову, и в руки, и в ноги. Это даже может показывать там, где болит, и в сердце. И главное, вот сердце, хочет сердце разбить. Покажи чуть больше, что такое он, что магическое делает. Ну, смотрите, это человек достаточно зрелого возраста, или также это может говорить о том, что эти его действия связаны как-то с его пожилыми или вашими родственниками. То есть, возможно, карты хотят нам сказать о том, что какие-то знания, учения он знает от своих, ну, я не знаю, может, у него кто-то был в роду, кто этим владел. И так как карта это показывает, то, скорее всего, ну, именно вам сейчас это показывает и считает это важным, вы должны знать, он вам или рассказывал, или вы догадываетесь от кого-то о том, что это ему по роду. Или, возможно, так как расклад общий, это как-то касается ваших пожилых родственников. То есть воздействие может быть на них, причинить им боль. Могут внезапно болеть, могут себя плохо чувствовать, могут себя неадекватно вести по отношению к вам. То есть воздействие и через пожилого человека. И через любовь. То есть этому человеку не нравится, что вы любите. Любовь – понятие очень общее. Если даже возле вас сейчас нет человека, которого вы любите, а вы стремитесь к этому чувству, да, развиваете себя, открываете для того, чтобы встретить эту любовь, любите себя, любите своих детей, любите жизнь, потому что вы любите, он бьет.
Вот такие гадостные люди. И смотрите, он хочет запутать вашу жизнь. Карта лабиринта. Чтобы вы не знали, куда вы идете, зачем вы идете, чтобы у вас пропали цели. Возможно, вы уже находитесь в этом состоянии. Да, то есть вы вроде бы и живете, да, но вы не понимаете, что будет завтра. Вы не понимаете, что планировать. У вас путаница в голове. У вас проблемы, которые идут одна за другой, и непонятно, как они решаются. То есть кажется, что вы их решаете, но еще больше все запутывается. У некоторых даже это связано с тем, что у кого-то появилась какая-то зависимость. Карта алкоголя — это может даже не буквально говорить алкоголь. Зависимость может быть любая. Зависимость от компьютерных игр, зависимость от другой женщины, зависимость детей плохой компании, зависимость, не знаю, от чего угодно, зависимость от того, что человек не приходит домой, проводит время где-то постоянно не там, где надо, зависимость от какого-то человека, который плохо влияет на людей, на этого человека. Так, хорошо, как он это сделал? Покажи мне, как он это сделал, чем он это сделал. Но он именно хочет, чтобы вы стали жертвой, чтобы у него все получилось, и вы испытывали чувство жертвы. Как он это сделал? Через землю. Что такое земля? На землю сделал, землю принес. Показывай. Говорится о том, что он старательно поработал с каким-то, или она, поработал с кусочком земли и принес ее к вам. Карта гроб. Это говорит о том, что он это сделал. То есть гроб здесь не буквально для вашей смерти. Это он сделал для того, чтобы закончить вашу не совсем так, как он хочет, вашу жизнь. То есть вашу счастливую жизнь закончить. Да, ваше какое-то везение, чему он завидовал. Ваши радости по поводу детей, ваши радости по поводу любимого человека, по поводу зависти вашему здоровью, еще чему-то. Откуда эта земля? Сейчас. Карты говорят, что не совсем правильно он сделал этот обряд, да, или что он в это хотел вложить. Говорит о том, что это со временем изменится ситуация, если постараться идти дальше к вершине, как вы шли.
То есть нельзя сказать, что это у него прям вот такой профессиональный заговор, то есть или не получилось у него. Ну, как-то вот сочетание карт может говорить о том, точнее даже не может, оно говорит о том, что это земля с кладбища он принес, как змея принес вам в дом, как-то над ней поработал, жук скоробей, да, земля с кладбища. И куда он ее положил? Господи, откуда берутся эти люди? Господи, прости и сохрани. Ну, карта Феникс – это какое-то место, в котором вы себя чувствовали возрожденной, в которое вы как на крыльях летели, в которое вы чувствовали себя всем. Ну, это может быть и дом, и работа. То, где вы, да, вот окрылены. То, где очень много от вас зависит место. Там, где он бывает. Там, где он бывает, и там в это время было достаточно много людей. Вас было не двое. Не двое. Больше. Это место, в котором вы постоянно бываете. Вы как бы заякоренены там. То есть это то место, в котором постоянно, да, может быть дом, работа, не знаю, вот что-то. Видимо, у кого-то дом, у кого-то работа, потому что четко выпал бы дом или работа. Развилку показывает. Да, это говорит о том, что у кого-то это дом, у кого-то работа. И как-то он потом вот, ну, физически уже не особо там присутствовала. Но мысли свои черные она туда запустила. Может и присутствовала, но говорится о том, что там остался дух этого человека, ну, его энергия отрицательная. Видите, человек сидит, а у него рожки. Хорошо, плохо. Пускай. Давайте посмотрим, что с этим можно сделать, как найти, как убрать, что делать, чтобы все вернуть. Да, он показывает, что это черный человек в вашей жизни. Опять же. Послание какое-то. Он вас ставил перед каким-то выбором. Может, в письме, может быть, в послании. Ставил перед выбором. В самом деле хорошо, что вы не согласились, потому что это не то, что он вам обещал, не то, что было. На самом деле там все гораздо хуже. Могло быть еще хуже. Карта башни выпадает. Как найти? Что с этим делать? Покажите мне. То место, где это находится. Если вы не знаете, то и там, и там. И дом, и работа.
Сейчас я поймаю. Видите, говорят о том, что нужно обратиться к светлым силам магической помощи. Талисман. И этот глаз уйдет как призрак. Магия улетит от плохих людей. И сад снова расцветет. Что конкретно нужно сделать? Обратиться с талисманом. Что делать? Смотрите, нужно на рассвете положить кольцо. У вас есть это кольцо, которое вам подарил мужчина. Важный мужчина в вашей жизни. Вы любите это кольцо, вы поймете, когда я говорю, что это... Про какое кольцо я говорю? Это не обязательно ваш муж сейчас. Это может быть мужчина из прошлого. Это может быть даже отец, дедушка, дядя. Но вы понимаете, какое кольцо вам очень дорого. Его положить с утра, положить в воду, вот в ведро с водой, чтобы оно там постояло всю ночь. Желательно, чтобы это было как-то так оно стояло, или на балконе, или на окне. То есть, чтобы оно видело Луну, да, хоть какой-то промежуток времени. Во дворе, если не боитесь, что кольцо пропадет. И потом нужно забрать это кольцо, одеть его на руку и вымыть то помещение, в котором это происходило. Вот вымыть все. Вымыть пол этой водой. Вначале вымыть окна. Их открыть, чтобы было куда уходить этой гадости. Вымыть пол. Подождать, пока он высохнет. То есть находиться там, а не убежать на работу. Закрутится вихрь. Тот человек, который это сделал плохое, он проявится. Он прям прибежит. Будет вам рассказывать про какую-то поездку и какую-то совместную то ли работу, то ли затею. На самом деле не ходите туда. Не ходите, не соглашайтесь. Притворитесь, что вы ничего не понимаете и больше никогда не пускайте этого человека в дом. А дома старайтесь, чтобы у вас в это время был букет цветов. Да, и меняйте его вот в течение недели, чтобы у вас были свежие цветы. И какой-то талисман вам прям вот сам свалится в руки. Вы посмотрите эту вещь и поймете, что она вас будет защищать. И эта вещь должна защищать то место, дом,
Дом должна защищать, то есть ваша белая магия, да, ваша магия защиты, ваша, ну, магия это так условно, ваши высшие силы, которые будут вас охранять. То есть это или кто-то подарит, или вы, проходя мимо, увидите какую-то красивую вещь и поймете, что это оно. Возможно, там будет единорог, или что-то будет, ну вот, светлое, вот как единорог, да. Возможно, это будет какой-то кулончик, камушек. Вы это почувствуете. Хорошо. Как это все? Давайте посмотрим. Что изменится? Что, когда проведете этот ритуал, и как быстро изменится? Покажи мне. Во-первых, вы узнаете тайну, кто это. Его действия как бы с глаз буквально исчезнут. Мужчина какой-то, который, это может быть и сын, это может быть любимый, с которым были проблемы, кто-то мужского пола, ему сразу станет, с ним станет сразу легче. Письмо какое-то получите по поводу вашего дома, по поводу радости в доме, известия. Видите, вот то, что было, он сделал, что лабиринт, вы терялись, не знали выхода, вы увидите свет в конце туннеля. Вы четко поймете, куда вам двигаться, зачем вам двигаться. Ситуация меняться будет сразу. То, что было запутано, сразу выпутается. И вы почувствуете в себе силы. Вы наконец-то почувствуете силу. Вот дракон, он практически бессмертный, да. То есть уйдут какие-то там болячки, недомогания, боли. Вы даже могли слышать это покалывание по телу. То голова резко заболит, как будто иголка, то сердце, то какие-то неприятности. Это все уйдет, и вы... Нужно найти, нужно вымыть. Давайте так, кто точно не знает, мойте и на работе, и дома, я не знаю. Мыть нужно с утра. С утра положить кольцо, подождать, чтобы день оно полежало в этой воде, набралось этой энергетики кольца, ночью постояло, да, так, чтобы его видела луна. Потом забрали кольцо, используйте эту воду. Вначале моете окна, протираете там, не знаю, ну пыль вряд ли. То есть ищите, куда могла быть эта земля и куда она распространится. Это земля с кладбища. Видите, как я икаю. Я всегда икаю, когда работаю с такими магическими воздействиями. Выходит оно через меня. Вот вы меня слушаете, вам уже легче становится. Хорошо, девочки. У вас все получится, я в вас верю. Ваша Луна. Пишите, да будет так. Принимайте. Подписывайтесь. Хорошего дня. Безумно хорошей ночи.